Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание чистому четвергу, который вместе с вами мы будем встречать уже 2 мая. Поговорим о правилах безопасности в чистый четверг, что стоит сделать, чего нельзя делать, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, друзья. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите изобилие. Пусть Вселенная, высшие силы это все приумножат и помогут вам в жизни. Также хотим вас поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, начинаем. Дело в том, что в чистый четверг очень много кто проводит всевозможные ритуалы, обряды, пытаются, к сожалению, сбросить весь негатив, проблемы на другого человека. И, соответственно, делаются определенные магические ритуалы. И очень важно, чтобы вы не попались на эти уловки, потому что, взяв этот предмет в руки или ответив неправильно в этот день на звонок, вы тем самым можете привлечь ой какие большие проблемы и неприятности в свою жизнь. Поэтому обязательно открыли это видео, посмотрите это видео до конца. Значит, это высшие силы вас подталкивают к тому, чтобы вы были более внимательными. И, конечно же, постарайтесь поделиться с этим видео как можно с большим количеством людей в вашем окружении, чтобы они знали, что не стоит делать в чистый четверг. Итак, друзья, чистый четверг у нас он с вами в этом году, в 2024, мы с вами будем отмечать чистый четверг 2 мая. Его еще называют Великий четверг, и он приходится на 7-ю неделю Великого Поста и отмечается за 3 дня до Светлой Пасхи. Напоминаем всем, что Светлая Пасха в этом 2024 году у нас, друзья, выпадает на 5 мая. И в религиозном календаре хотим вас обратить внимание, что нет такого понятия, как чистый четверг. Просто название праздника пришло к нам из народа и связано, с другой стороны, с библейским преданием, согласно которому за 3 дня до распятия Иисус Христос собрал апостолов на тайную вечерю, где установил таинство Евхаристии. И Господь в этот день совершил омовение ног своих 12 учеников, прежде чем разделить с ними хлеб и вино. Согласно вероучению, Спаситель проявил смирение, показав пример верующим, и с тех пор сложилась церковная традиция омовения ног 12 священникам или монахам, которая показывает один из ярких эпизодов Евангелия. Именно из этой евангельской притчи берет свое начало и традиция проводить генеральную уборку в своей квартире или в своем доме. Чистый четверг считается, что именно Великий четверг верующий человек должен расстаться со своими страхами, со своими проблемами и со своими негативными помыслами, и которые могут его разрушать и мешать ему двигаться и развиваться в своей жизни. Такой груз нельзя внести на свет на своих плечах. Светлый праздник Пасхи, поэтому задача каждого человека в чистый четверг, Великий четверг, провести очищение. И в старину в этот день было принято мыться в бане, готовиться к встрече Пасхи, а также выносить весь ссор из дома, собирать хлам, паутину, вместе с тем и негативную энергию, которая успела накопиться за целый год. Начинать уборку нужно с очищения икон.
начинать с очищения икон и лампад, если таковые, конечно, имеются у вас в доме или в квартире. Если нет, то можно как раз купить в свой дом красивую икону, и даже, возможно, вы сможете основать новую семейную традицию, что после уборки в чистый четверг грязную воду выливать нужно обязательно за пределами дома, в камне или на дорогу, где ничего не растет и мало кто ходит. Таким образом, человек избавляется от любого негатива, а также суеты и всевозможных проблем, которые накопились в доме и в его жизни. После уборки Великий Четверг и до самой Пасхи советуем не замачивать надолго грязную посуду, а мыть сразу все после еды. Это же правило касается и грязной одежды. Вообще ничего грязного перед Пасхой не должно быть в доме. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также не забудьте избавиться от хлама, изношенных вещей. Отправьте урну для мусора, то, что может пригодиться другим. Отложите в сторону, и в чистый четверг не принято отдавать свои вещи, обращаем ваше внимание, другим людям, чтобы из вашего дома не ушло благополучие, достаток и так далее, потому что таким образом вы можете подобрать что-либо не очень хорошее. Кроме того, в чистый четверг запрещено ругаться, ссориться, злиться, делать пакости, играть в карты, жадничать, мстить, использовать бранные слова, а также думать о плохом. И ни в коем случае в этот день не стоит давать деньги в долг. И также в этот день советуем душевно защищаться. Это можно исповедоваться, можно причаститься. Проведите ревизию своих обязательно мыслей и поступков, которыми вы недовольны, и озвучьте те моменты, соображения. Очень часто это сложно делать по разным причинам, ввиду того, что человек уверен в себе, что он не совершает никаких поступков, что живет правильной жизнью и так далее. Но все равно в чистый четверг, Великий Четверг, человеку может прийти озарение и понимание того, что же ему нужно сделать, что ему нужно изменить и к чему ему нужно прийти. Конечно же, в Великий Четверг непременно совершите омовение. Сделайте это в тот момент, когда вам будет удобнее. Конечно же, считается, что это нужно сделать рано, утром до восхода солнца. Но вы должны понимать и то, что сейчас другое время и у людей другие приоритеты. Также постарайтесь умыть лицо из серебряной посуды или, как вариант, или серебряной водички. Для этого подойдет даже серебряная ложечка, потому что наши предки считали, что когда вы так умываетесь с помощью серебра, вы избавляетесь от негатива, от возможного какого-то внутреннего своего состояния, которое мешает вам дальше двигаться и развиваться. Также умойтесь водой, частичками серебра вечером, например, когда вы уже будете ложиться спать, отдыхать, также это будет хорошо для вас. Также это может быть и монетка, или какие-то украшения подойдут. Это может быть серьги, кольцо, цепочка. И умойтесь вот такой серебряной водичкой. А потом только со дна заберите украшения, потому что считается, что такой ритуал не только придаст вам молодости, приумножит красоту, но и также заберет тот негатив, который, возможно, у вас есть в жизни. Также в чистый четверг вода обладает целебными магическими свойствами и способна защитить от порчи из глаза, а водные процедуры помогают избавиться от болезней. Даже если есть такое народное поверье, которое говорит нам о том, что кто останется немытым, весь год будет болеть. Кроме того, обязательно искупайте своих деток, внуков. Обязательно в этот момент читайте молитву. Самая простая молитва, как вы знаете, это молитва «Отче наш». Ее сила достаточно велика, и поэтому обязательно такая практика с водой обязательно нужно сделать.
Еще одна важная традиция, которой мы бы хотели акцентировать внимание, это связано традиция с деньгами. Поэтому в этот день, чистый четверг, он же Великий четверг, 2 мая, запомните, не дают деньги и не просят в долг. При этом это касается также и крупных денежных сумм, в том числе и драгоценности, потому что согласно народной примете, давая деньги в долг, вы тем самым отталкиваете от себя удачу и положительную энергию богатства. И также ни в коем случае не стоит поднимать найденные на земле купюры или монеты. Конечно, одна из таких вот приятных традиций чистого четверга – это покраска яиц. С самого утра хозяйки в том числе и выпекают куличи с самого утра и ставят тесто, чтобы оно поднималось, а уже после вечерней молитвы приступают к праздничной выпечке, создают Пасху, которая является символом плодородия и силы. Очень важно, чтобы она удалась, поэтому во время готовки нужно сохранять хорошее расположение духа, думать только позитивно. Помните, когда вы работаете, вы с таким святым тестом, у вас не должно быть ни сквозняков, не должно быть никакого негатива. Потому что это тесто, и оно очень чувствительное, оно особое. Обратите внимание, что если вы хотите испечь кулич в другое время, не в праздник, то он у вас просто не получится. Кто-то скажет, что это все ерунда. Попробуйте, действительно, Пасха будет, но она не будет такой вкусной, она не поднимется. И многие хозяйки это утверждают, что мини-Пасха, вот этот хлеб, который мы с вами печем или покупаем, действительно имеет магическую силу, и очень важно то, насколько пышным и вкусным получается лакомство. Это можно говорить о том, насколько радостным и легким будет год. Также постарайтесь Пасху не встречать в грязном доме, иначе считается, что следующий год будет тяжелым и неудачным. Если 3 раза подряд в чистый четверг пересчитать все деньги в доме, то в семье будет достаток и благополучие. Если девушка не выходит замуж, то во время уборки ей надо сказать следующие слова. Как на свете есть чистый четверг, так и я буду прекрасна. И таким образом вы должны в этот момент подумать о том, кого вы хотите привлечь в свою жизнь. А вот от частых ссор в семье берут хлеб, сыпят на него соли и говорят следующие слова: «Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю». А чтобы снять с себя порчу, нужно умыться до заката, проговаривая следующие слова: «Смывает то, что на меня напустили, то, чем душа и те ломается, все чистым четвергом снимается». Также обращаем ваше внимание, что если вы все-таки решили что-то отдать в чистый четверг, то вы с такой вещью можете отдать свое счастье, достаток. Поэтому постарайтесь в этот день пользоваться только своей собственной посудой и никому ничего не одалживайте, даже родственникам. Особенно это касается соли, муки, кухонной утвари и так далее. Если в вашем регионе в чистый четверг будет хорошая солнечная погода, это предвестник теплого лета. И говорят о том, что холода не продержатся еще так долго. Кроме того, в чистый четверг готовят и черную, или по-другому называется четверговая соль. И хозяйкам подойдет вот такой вот простой способ приготовления этой четверговой соли. Вам нужно взять каменную соль, перекалить ее на сухой сковороде до темного цвета, непрерывно помешивая, и не забываем, что это нужно делать обязательно деревянной ложкой. Затем осветить ее в церкви, и этой солью вы можете приправлять все праздничные блюда. Согласно народным верованиям, она им обладает целебной силой. Теперь давайте поговорим о правилах безопасности в чистый четверг. К сожалению, многие игнорируют эти правила, кто-то их просто не знает, но есть вещи, которые нужно знать или хотя бы вам напомнить, чтобы вы знали, чтобы потом полжизни не расхлебывать те проблемы, которые могут вам буквально за один день навалиться на вашу голову.
Дело в том, что у многих людей Великий Чистый Четверг связан с очищением. Многие убирают дом, моются, а также стараются в этот день принести что-то новое в свою жизнь. И здесь может быть опасность в следующем. Возможно, вы искренне, вы чисты, но есть в вашем окружении люди, которые в этот день делают сброс, делают переклады на других людей. И, к сожалению, вот это вот попадаются люди, которые вообще даже не подразумевают, что им может быть нанесен какой-то урон. Кроме того, вы вот эти советы можете использовать и в другие дни, но дело в том, что в чистый четверг этот эффект имеет в виду того, что это все-таки по энергетике достаточно сильный день. Во-первых, первое, запомните, не принимайте ничего из рук незнакомых вам людей, даже и знакомых, потому что на то, насколько люди, на что люди не идут, чтобы решить какие-то свои проблемы, неприятности, беды. При этом могут на себя этот негатив взять, как и дети, пожилые люди. Поэтому внимательно, если вам что-то дают, и вы знаете, вот может быть такая ситуация, что человек ни с того ни с сего, ссылаясь на что-то, что сегодня чистый четверг, и может дать вам, ну, например, еду, вещи, мелочь, ни в коем случае не принимайте, потому что таким образом с этой вещью, с этой едой вы принимаете вот эти проблемы, и кто-то решает за счет вас, свои какие-то материальные проблемы. Обратите на это внимание. Кроме того, возможно, вы обратили внимание на рынках, где именно и происходит, где люди оплачивают, да, деньгами, наличными. И, конечно же, многие из нас будут в четверг покупать много продуктов питания, подарки на рынках. Но есть люди, которые через мелочь пытаются передать свои денежные проблемы. Поэтому обращаем ваше внимание, что ни в коем случае не берите горсть мелочи. Так, например, у каждого в регионе, в стране по-разному, но вот мелкие монеты, в особенности горсть, могут пытаться передать вам. И при этом передать через сдачу. Или даже вот специально, вот нарочно говорят: ой, извините, но вот у меня нет сдачи, да можно я вам дам монетами. И вот здесь очень важно, чтобы вы не взяли вот такую мелочь. Лучше от всего, если вы откажетесь от этих денег. Чем меньше проблем, тем лучше для вас, потому что через эти монеты вы можете принять на себя порчу. Кроме того, научите своих детей никогда ни у кого ничего не брать, потому что часто бывает такая ситуация. Женщина, бабулечка может прикинуться божьим одуванчиком, как будто бы желает угостить вашего ребенка или внучку какой-то конфеткой, каким-то пряником, яблочком, и ребенок берет, ребенок не понимает, и, возможно, вы не обратили сами внимания или разрешили, ни с того ни с сего вот этого маленького человека жизнь начинает кардинально меняться, рушиться. Поэтому не стоит этого делать. Кроме того, возьмите себе за правило все телефонные звонки в этот день отвечать ни в коем случае словом «да». Да, многие привыкли, звонок звонит, берем трубку и говорим слово «да». Ни в коем случае. Лучше скажите «алло», «слушаю». Это очень важно, потому что, например, вы берете трубку и говорите слова, а с другой стороны на телефоне сделали определенный наговор, и вы таким образом согласились и приняли на энергетическом уровне вот эту программу. Что произойдет дальше, это уже, как говорится, дело техники. Даже если вы увидели в чистый четверг на улице, в подъезде у своего дома, или на площадке лестничной, не берите ни в коем случае ничего руками. И смотрите внимательно, на что вы наступаете. Это очень важно, потому что многие люди игнорируют вот эти правила и потом думают о том, что же делать, чтобы убрать вот весь этот негатив. Поэтому, пожалуйста, вот это простые правила, которые мы рекомендуем всем придерживаться. Помните о том, что для многих из нас Великий Чистый Четверг — это действительно особенно важный
день. В этот день достаточно сильные вибрации идут из космоса. Но есть люди, которые наоборот делают всевозможные гадости. И, к сожалению, мы их не можем изменить, пока их судьба не поменяет, пока у них не произойдет что-то такое в жизни, что они поймут, что не стоит этого делать. Но вы знаете, у каждого это по-своему. Поэтому обязательно очень здорово, если вы будете знать эту информацию. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Прямо сейчас поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.